Эти 12 советов помогут любому вылечить храп. У вас бывают трудности с тем, чтобы уснуть из-за партнера, который рядом с вами выделывает носом рулады? Или, может, вы будили себя своим собственным храпом? Ой-ой. Тогда у вас серьезные проблемы. Но не переживайте, эти простые, но очень эффективные советы помогут избавиться от храпа раз и навсегда, причем в довольно короткие сроки. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и позвонить в колокольчик, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Номер 1. Спите на боку. Если вы привыкли спать на спине, просто поменяйте позу для сна, и вы сможете уменьшить или даже полностью остановить свой храп. Оказывается, когда вы спите на спине, основание языка и мягкое небо западают к задней стенке глотки. Это препятствует нормальному дыханию и вызывает громкий храп. Сон на боку оставляет горло открытым. В этой позе легче дышать, а значит, ваш сон будет тише и спокойнее. Номер 2. Бросайте курить. Помимо прочих вредных эффектов, оказываемых курением на ваш организм, эта привычка также раздражает слизистую оболочку носоглотки. Ваш носовой проход, по сути, забивается, и дышать через нос становится все сложнее. И это состояние не проходит, а только ухудшается с каждой выкуренной сигаретой. Если вы курите, а по ночам страдаете от храпа, то скорее избавляйтесь от этой привычки. Если же вы пока не готовы к этому, то хотя бы уменьшите количество сигарет и не курите за 4 часа до сна. Номер 3. Поднимите подушку. Это может показаться слишком простым решением, но приподняв подушку, вы действительно сможете избавиться от храпа за пару ночей. Вот в чем секрет. Когда вы лежите низко, то сдавливаете дыхательные пути и затрудняете себе дыхание. Результат очевиден. Вы громко храпите, мешая всем вокруг. Приподняв голову, вы добьетесь противоположного эффекта. Давление уйдет, благодаря чему вы сможете дышать ровнее и глубже. Можно даже найти специальные подушки-клинья, которые помогают избавиться от храпа. Номер 4. Пейте больше воды. Как утверждает доктор Дэниел Слоттер из клиники отоларингологии в Техасе, нос и мягкое небо вырабатывают выделения, которые становятся более липкими, если не пить достаточно воды. Это приводит к блокировке дыхательных путей, что, как вы уже знаете, вызывает храп. Поэтому в течение дня нужно выпивать как минимум 8 стаканов воды и еще один примерно за час до того, как пойдете спать. Через несколько дней такого режима питья вы заметите большую разницу. Номер 5. Приберитесь в комнате. Аллергия играет большую роль в происхождении храпа. Заложенность носа и воспаление просто не оставляют организму выбора, поэтому, когда ничего другого уже не остается, настает пора провериться на аллергию. Вызывать ее может что угодно, от вашего рациона до обстановки во время сна. Однако самая частая причина аллергического храпа – это обыкновенная пыль. Так что чем чище ваша комната, тем лучше. Тем не менее, если это не помогло, продолжайте искать дальше. Как только вы определитесь с основной причиной аллергии, ваш храп прекратится. Номер 6. Придерживайтесь здорового питания. Лишний вес, особенно вокруг шеи, может приводить к постоянному храпу. Согласно исследованию, опубликованному в индийском медицинском журнале «Легкие», многие люди, страдающие от храпа, имеют большую окружность шеи, чем те, кто не храпит. Кроме того, лишний жир вокруг шеи может сузить ваше горло в положении лежа, что приведет к громкому и прерывистому дыханию во время сна. Среди полезных продуктов, которые помогут избавиться от храпа, вызванного лишним весом, рыба, мед, оливковое масло, ананасы и перечная мята. Также необходимо избегать жареного, молочных продуктов и шоколада. И, разумеется, упражнения тоже полезны. Номер 7. Снизьте потребление алкоголя. Бокал вина за ужином – это нормально. Но помните, что чем больше доза алкоголя, тем громче храп. Дело в том, что алкоголь расслабляет ткани глотки, они прикрывают дыхательные пути, что вызывает храп. Лучше совсем исключить из рациона алкогольные напитки, позволяя их себе изредка по праздникам. Если хотите начать с малого, то не пейте как минимум за 4 часа до сна. Так вы не только избавитесь от храпа, но и улучшите качество сна. Номер 8. Принимайте витамин С.
Одна из главных причин блокировки дыхательных путей, ведущих к храпу, это забитые носовые пазухи. К счастью, витамин С может помочь их прочистить, укрепив иммунную систему и улучшив здоровье всего организма. Так что если действительно хотите забыть о храпе, выпейте стакан свежевыжатого апельсинового сока или съешьте пару долек ананаса за час до сна. Добавив в рацион брокколи, лимоны, красный болгарский перец и папайю, все они очень богаты витамином С, вы также внесете положительный вклад в свое здоровье. Номер 9. Используйте эвкалипт. Эвкалипт широко известен как средство от простуды. Свежий эвкалипт уменьшает воспаление и улучшает состояние при дыхательных болезнях, тогда как его масло богато антиоксидантами и обладает невероятными противовоспалительными и болеутоляющими свойствами. Есть несколько способов максимально задействовать все полезные свойства этого удивительного растения. Начать можно с того, чтобы положить пару листьев эвкалипта в паровой ингалятор и дышать в него ртом и носом. Этот метод позволит вам прочистить пазухи перед сном. Также можете попробовать дышать над миской с горячей водой. Просто наклонитесь над ней, укройте голову полотенцем и вдыхайте пар. Так эвкалипт прочистит ваши дыхательные пути и уменьшит воспаление в носовых проходах. Кроме того, эвкалипт борется с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, предотвращая накопление слизи, способной помешать дыханию. А вы знаете, что все это означает? Больше никакого храпа и крепкий ночной сон. Номер 10. Ведите сонный дневник. Каждый случай храпа уникален, и то, что помогло вашему другу, может не помочь вам. Именно поэтому вам и понадобится сонный дневник. Если вы живете с партнером, можете попросить его следить за вашим храпом. Пробуйте разные советы каждый день. И пусть ваша половинка записывает, храпите ли вы теперь меньше или нет. Главное, не забудьте также записывать, что вы ели в этот день и в каком положении спали. Эти подробности очень помогут определить ваш собственный триггер, который затем можно удалить. Номер 11. Пользуйтесь натуральными рецептами. В сети можно найти массу рецептов домашних средств от храпа. Но если вы ищете только лучшее, то попробуйте наш рецепт. Сделать нужно следующее. Смешайте 2 морковки, 2 яблока, четверть лимона, 1 кусок корня имбиря и 1 стакан апельсинового сока. Затем выпейте коктейль за пару часов до сна. Знаю, звучит не как самый аппетитный коктейль в мире, но его ингредиенты снизят количество слизи, вырабатываемое организмом, а также хорошенько встряхнут иммунитет. У вас прочистится горло, носовые проходы и дыхательные пути, в результате чего вы сможете спать и дышать легко и спокойно. Номер 12. Выполняйте упражнения против храпа. Да, есть целый комплекс упражнений, которые помогают бороться с храпом. Большинство из них направлены на укрепление мышц шеи и гортани. Давайте попробуем одно прямо сейчас. Сначала сожмите губы примерно на 30 секунд. Давайте, не стесняйтесь. Теперь произносите гласные А, И и О по 2 минуты каждую. Закончив с этим, поработайте челюстью. Откройте рот и сместите ее влево, удерживая в таком положении 30 секунд. Затем переместите вправо, удерживая еще 30 секунд. Вот и все. Со стороны выглядит немного странно, но зато работает. Знаете ли вы какие-нибудь другие методы борьбы с храпом? Расскажите нам о них в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться на яркой стороне жизни.